Мало кто из зрителей, восхищавшихся фильмом Федерико Феллини, Джинджер и Фред, знали, что у героев этой картины были реальные прототипы, носившие те же имена. Джинджер Роджерс и Фред Астер – самая знаменитая танцевальная пара в кино США 30-х годов, не знавшая себе равных не только тогда, но и во всем предшествующем и последующем кинематографе. Блистательный, чуть ироничный, не похожий на американца партнер и веселая, живая, очень техничная партнерша. Этакая девушка из соседнего дома, пустившаяся в пляс. Настоящее имя и фамилия Вирджиния Кэтрин МакМэт. Родилась 16 июня 1911 года в Индепенденсе, штат Миссури, США, в семье Уильяма Эдисона МакМэта, имевшего шотландские корни, и его жены Лелы Оуэнс, родом из Уэльса. Вскоре после рождения дочери родители разошлись, и мать с ребенком переехала в семью своего отца, Вальтера Оуэна, в Канзас-Сити. Родители долго не могли договориться, с кем останется Джинджер, и ее отец даже похищал ее 2 раза. Он умер, когда ей было 11 лет. В конце концов, она осталась у дедушки и бабушки, а ее мать отправилась в Голливуд на 2 года писать сценарии. Джинджер была очень близка со своим дедом, и позже, в 1939 году, она даже купила ему дом в Шерман-Оксе, штат Калифорния, с тем, чтобы он мог быть ближе к ней при ее постоянной занятости на съемках. Ее кузенам было трудно произносить правильно полное имя Вирджиния, и они сократили его до Джин. Когда девочке исполнилось 9 лет, ее мать вступила в брак с человеком по имени Джон Логан Роджерс. Джинджер берет его фамилию Роджерс, хотя юридически она не была удочерена. Они жили в Форт-Уорте, штат Техас, и ее мать стала театральным критиком в местной газете. Джинджер с детства увлекалась эстрадой и цирком, а с 6 лет начала заниматься танцами. На нее повлиял интерес матери к Голливуду и театру, и ее увлек театр. Ожидая мать за кулисами театра, она подражала выступающим на сцене актерам, танцуя и напевая вместе с ними. Имя Джинджер, которое Вирджиния впоследствии взяла себе в качестве псевдонима, пристало к ней еще в детстве. Так актрису называли близкие, и семантика этого прозвища вполне соответствует характеру актрисы. Буквально Джинджер может переводиться как имбирь, рыжий, рыжеволосый, и в разговорном языке означает живость, подвижность, задор, огонек, искорка. Другими словами, Джинджер – яркий и энергичный человек или действие им совершаемое.
Такой и была Вирджиния. В детстве она хотела стать учительницей, но когда вместе с матерью и отчимом переехала в техасский город Форт Уэрт, всерьез увлеклась театром. Со временем она стала приходить на репетиции, подружилась с актерами и постепенно начала репетировать вместе с ними. Но на настоящей сцене Джинджер оказалась случайно. В город приехал странствующий водевиль. Одной из актрис срочно потребовалась замена. Поблизости никого не оказалось, кроме Джинджер, и она блестяще справилась с задачей. После этого 15-летняя актриса выиграла конкурс по Чарльстону, благодаря чему получила приглашение в театр города Мэтфорд, штат Орегон, где проработала 18 месяцев. Сегодня этот театр носит имя Джинджер Роджерс. Она организовала водевильное трио «Джинджер и ее рыжие» и отправилась с ними на гастроли по стране. Она и ее мать гастролировали в течение 4 лет. За это время ее мать развелась с Джоном Роджерсом, но сохранила его фамилию. В 1926 году Джинджер дебютировала как профессиональная танцовщица. Затем со своим мужем Джеком Пеппером поставила номер «Джинджер и Пеппер». Настоящее имя Пеппер – Эдвард Джексон Калпеппер. В 17 лет Джинджер вышла за него замуж. Джек был певцом, танцором, комиком, которого она знала с детства, так как раньше он встречался с ее кузиной. Калпеппер выступал под именем Джека Пеппера, и его союз с Джинджер был в том числе и творческим. Брак просуществовал в течение нескольких месяцев. После этого она с матерью отправилась в турне. Когда в 1928 году гастроли проходили в Нью-Йорке, она уже выступила как певица в оркестре Пола Эша, а затем состоялся ее бродвейский дебют в мюзикле «Сверхскоростной», который вышел на Рождество 1929 года. Чувство ритма у этой стройной блондинки с хорошенькой типично американской мордашкой и тонкой талией было безукоризненным. Она и ходила-то как плыла. Моя мать сказала мне, что я начала танцевать, прежде чем родилась. Она чувствовала в себе пальчики ног ребенка, которые вели непрерывный разговор внутри нее в течение нескольких месяцев. Неудивительно, что профессиональной танцовщицей она стала уже в 14 лет, а в 18 добилась успеха на Бродвее. Через 2 недели после открытия мюзикла «Сверхскоростной» Роджерс была принята для исполнения роли в другом бродвейском мюзикле «Без ума от девушек». Фред Астер был нанят, чтобы помочь танцорам с хореографией. Тогда-то Джинджер и познакомилась с Астером, знаменитым танцовщиком варьете, но, как и она, человеком далеким от кино. Ее появление в мюзикле «Без ума от девушек» сделало ее звездой в одночасье в возрасте 19 лет, но это только в театре. Кинокомпания Paramount обратила на нее внимание и предложила роль в фильме «Парень из Манхэттена». В 1930 году она подписала с кинокомпанией Paramount Pictures 7-летний контракт. В 1932 году она получила несколько ролей, где пела и танцевала, а также была названа одной из 15 Вэмпас Baby Star. Вэмпас «Маленькие звездочки» была рекламная кампания под эгидой Западной ассоциации кинорекламодателей в Соединенных Штатах, отбирающая 13-15 молодых женщин каждый год, которых они считали стоящими на пороге звездной карьеры. Надо отметить, что многие из них получили большую известность после своего названия как «Маленькая звездочка». Они отбирались с 1922 по 1934 год и широко рекламировались в средствах массовой информации. В списке вместе с Джинджер была включена также будущая голливудская легенда Глория Стюарт. Снявшись в «Золотоискателях» 1933 года, она была замечена зрителями. Она еще не имела высокого рейтинга, который бы ее продвинул на первые строки экрана, но ее красота и голос были достаточным основанием, чтобы ее вновь хотели увидеть зрители. Затем она сделала экранный прорыв, снявшись на студии Warner Bros. В фильме «42-я улица» 1933 года. Она перешла на студию РКО, куда попала благодаря своей энергичной матери. И тут Джинджер вновь встретилась с Фредом Астером.
Джинджер была на 12 лет моложе Фреда, а начало ее творческого пути оказалось столь же насыщенным, как у Астера. За плечами новоявленной киноактрисы было уже более 20 с небольшим ролей в фильмах, оставшихся незамеченными, когда она, наконец, выступила в паре с Астером в «Полете в Рио» 1933 года. Публика была поражена тем, как непринужденно эти двое плыли, скользили, кружились на экране, отбивали чечетку и лихо выделывали Чарльстон. Конечно, пальма первенства всегда принадлежала Астеру, гению танца. Но не надо забывать, что его партнерша проделывала все те же па, но на высоких каблуках. Именно Фреду Джинджер обязана шлифовкой природного таланта. В своих ранних картинах она была простушкой, не умевшей ни владеть собой, ни подавать себя. Именно Астер научил ее элегантности, изяществу, грациозности, всему тому, чем так блестяще владел он сам. Правда, позже распространились слухи, что партнеры ненавидели друг друга. Джинджер это отрицала, но о своих личных отношениях с Фредом ни тогда, ни позже никогда публично не рассказывала. Идея создать постоянный актерский дуэт Астер-Роджерс пришла в голову продюсеру Лу Броуку. Он увидел в них прекрасную комедийную пару, умеющую к тому же замечательно танцевать и петь. Их первый совместный фильм «Полет в Рио», где они лихо исполняли караоке, мгновенно привлек к ним внимание зрителей. Никому неизвестная пара затмила исполнителей главных ролей полета. Это было время жестких рамок цензуры и пуританства. В такой ситуации студиям приходилось находить новые изощренные способы привнести сексуальность и чувственность в свои кинокартины. Дуэт Фреда и Джинджер буквально спас РКО «Студия». Их номер в фильме «Полет в Рио», когда они танцевали, соприкоснувшись лбами, буквально осветил всю картину. Известный режиссер Стэнли Донан, снявший «Поющих под дождем», так описывал свои впечатления. «Мне было 9 лет, и я никогда ничего подобного не видел. Было такое ощущение, что что-то внутри меня взорвалось. Я был зачарован, просто не мог прекратить смотреть, как Фред Астер танцует. Я возвращался в кинотеатр каждый день, пока шел этот фильм. Должно быть, я видел его, по крайней мере, раз 20. Казалось, Астер связан с музыкой. Он танцевал так, как будто законов гравитации не существовало». На Фреда и Джинджер сделали ставку, и студия не прогадала. В 1934 году вышел фильм «Веселый развод», где они снова танцевали и влюблялись, и фильм стал одним из самых кассовых фильмов 1934 года. Появилась своеобразная беспроигрышная формула. Беззаботный плейбой и милая девушка с характером попадают в ситуации, которые все запутывают, влюбляются во время танца, разрешают недоразумения и отправляются в черно-белое счастливое будущее. Далее последовали фильмы «Цилиндр» и «Роберта». Они бьют кассовые рекорды 1935 года. В следующем году они занимают 3-е место в десятке самых популярных звезд Голливуда. Значение совместных фильмов дуэта было огромно. Мюзиклы с Астером и Роджерс были первыми, в которых танцы играли важную роль в развитии сюжета. Во время съемок случались и казусы. В съемках фильма «Цилиндр» во время исполнения номера «Щека к щеке» Джинджер захотела надеть сложное платье, обильно украшенное перьями. Когда режиссер Марк Сендрич и Фред Астер увидели платье, они заявили, что оно непрактично для танца. Сендрич напомнил Джинджер, что она уже носила длинное белое платье в фильме «Веселый развод» при исполнении номера «Ночь и день». Но Джинджер настаивала на своем и даже хотела покинуть съемочную площадку, когда они, наконец, согласились. На репетиции в костюмах не осталось времени, и пришлось эту сцену снимать набело. Как и опасались режиссер и Фред, перья начали срываться с платья. Как позже вспоминал Фред, это было похоже на цыпленка, атакованного койотами. И действительно, на экране можно увидеть несколько парящих перьев, покинувших платье во время исполнения танца. Но права была и Джинджер.
Сейчас этот танец смотрится как легкое дыхание, прошедшее сквозь время и оставшееся навеки в колышащемся облаке прекрасного платья. Эта сцена и сегодня полна нежности, романтического полета и дыхания любви. Для того, чтобы загладить наметившийся разлад с партнершей, Астер преподнес Роджерс золотой медальон, изображавший перо. Это послужило тому, что Джинджер получила прозвище «Перышко». Эпизод падающих перьев был воссоздан Фредом Астером в фильме «Пасхальный парад» 1948 года, чтобы смешно закончить сцену, в которой Фред танцевал с неуклюжим, комичным танцовщиком, сыгранным Джуди Гарланд. В 10 фильмах из своих 73 Джинджер неслась по экрану в вихре танца в объятиях Астера. Видимая легкость движений в этих картинах достигалась тяжким трудом. Однажды, репетируя по требованию Фреда все снова и снова, танцовщица доплясалась до того, что ее туфли наполнились кровью. Но все эти тяготы искупились последующим триумфом. Вместе они снялись в 10 фильмах, поражая зрителей своей исключительной парностью. Этот творческий союз просуществовал более 5 лет, и результатом его стали 10 фильмов, 9 из которых мюзиклы. 6 картин из 10 были необычайно популярны и принесли огромную прибыль создателям. Вот такая математика. Казалось, они были созданы друг для друга. Кэтрин Хёпберн говорила о них. Она добавляет ему соблазнительности. Он ей высокого класса. Многие зрители искренне верили, что они муж и жена, хотя в действительности все было не так легко, как виделось на экране. В 1986 году, незадолго до своей смерти, Астер отметил: «Все партнерши, с которыми я когда-либо танцевал, думали, что они не могут это или то станцевать. Но, конечно, потом они могли». Такие мысли приводили к тому, что они всегда плакали, кроме Джинджер. Нет, Джинджер никогда не плакала. Как вспоминал Астер, Джинджер никогда не танцевала до меня в паре с партнером. Она не могла согласованно действовать и не могла на том этапе делать это и то. Много фальшивила, но Джинджер имела стиль и талант, и он стал отточеннее, когда мы стали вместе танцевать. Она стала такой, что спустя некоторое время все остальные партнерши, которые танцевали вместе со мной, выглядели как бы неправильно. Джинджер и Фред часто не ладили, поскольку были совсем разными людьми. Астер был женат и считался самым примерным мужем Америки. Женившись на Филлис Поттер, он усыновил ее 3-летнего сына, а затем она родила ему еще 2 детей. Когда уже в 60-е годы Астер потерял жену, которая умерла от рака, это стало для него тяжелейшим потрясением. Джинджер, наоборот, отличалась легкостью нрава. В ее мужьях и любовниках побывали знаменитые актеры, режиссеры и продюсеры Голливуда. Астеру казалось, что его партнерша не столь самоотвержена, как ему хотелось бы. А Джинджер ревновала к славе Астера и мучилась, считая, что в ней погибает талант драматической актрисы. Джинджер хотела доказать себе, Фреду, всем, что она не только партнерша Фреда Астера, а настоящая актриса. И что самое удивительное, она это доказала. В конце 30-х неожиданно выяснилось, что незамысловатая, казалось бы, целиком зависевшая от партнера Джинджер, может не только танцевать, но и играть. В 1939 году Роджер просила сделать перерыв в мюзиклах, сказав: «Я не хочу делать музыкальные фильмы в следующем году. Не поймите меня неправильно, что я неблагодарна. Однако за последние 4 года я делала одно и то же с незначительными вариациями». После разрыва с Астером ее первая роль была противоположной – с Дэвидом Найвином в фильме «Мать-одиночка». В 1940 году она получила «Оскар» за фильм «Китти Фойл», обойдя при этом такую великую актрису, как Кэтрин Хёпберн. Через 2 года Роджерс проявила себя уже не в драматическом, а в комедийном амплуа в «Майоре и малютке». И хотя после этого актриса снималась еще 2,5 десятилетия, период с 1933 по 1942 годы оказался наиболее плодотворным этапом ее творчества.
Заработная плата за 1938 год составила 219 500 долларов, а в 1942 году она стала в Голливуде одной из самых высокооплачиваемых женщин-звезд. Она пользуется большим успехом в ходе 1940-х годов, однако к концу этого десятилетия в ее карьере наступает спад. В 1946-48 году она отказалась сниматься в фильмах «Каждому свое» и «Змеиная яма». Обе эти роли с большим успехом сыграла Оливия де Хевиланд. Артур Фрид посоветовал ей воссоединиться с Фредом Астером на один последний фильм «Парочка Баркли» с Бродвея 1949 года, который хотя и был весьма успешным, но не смог возродить карьеру Роджерс в былом величии, хотя она продолжала получать роли в течение 50-х годов и в более поздних этапах своей жизни. Роджерс была в хороших отношениях с Астером. Именно она вручила ему специальный «Оскар» в 1950 году, а в 1967 году они выступали парой, вручавшей награду Академии. В 1956 году Джинджер присутствовала на торжественном открытии отеля «Ривьера» в Гаване, Куба, проект диктатора Батисты и гангстера Мейера Ленски. После того, как в 1965 году Роджерс неудачно выступила в «Харлоу», фильме о знаменитой секс-бомбе Голливуда начала 30-х годов, связанной с мафией, она ушла в театр, где выступала в мюзиклах типа «Hello, Dolly» еще 20 лет. Джинджер была также частым гостем почти на всех ТВ-ток-шоу, в том числе вечернее шоу Майка Дугласа. В начале 70-х годов Джинджер стала консультантом и представителем марки, разрабатывавшим линию нижнего белья. Ей принадлежала целая фабрика нижнего белья в Рок-Айленде в Теннесси. Еще в 1940 году Роджерс купила ранчо в 1000 акров, это 4 квадратных километра, в штате Орегон вдоль излученной реки. На этом ранчо она жила вместе со своей матерью, когда у нее наступал перерыв между съемками. Там же она построила современный молочный комплекс и снабжала войска молоком в течение всей Второй мировой войны и позже в течение 7 лет. Джинджер любила рыбалку и с удовольствием проводила время на реке каждый свой приезд. В 1969 году Джинджер продает свой дом в Беверли-Хиллз, в котором она жила в течение 34 лет, и переезжает на постоянное место жительства на ранчо. Джинджер вела активный образ жизни. Помимо увлечения рыбалкой, Джинджер замечательно играла в гольф, занималась плаванием, теннисом и стрельбой по тарелочкам. Кстати, Джинджер терпеть не могла спиртное, пила только содовую и очень любила мороженое. Хотя Джинджер лучше всего запомнилась экранными и сценическими ролями, мало кто знал, что она была талантливым живописцем и скульптором, и, может быть, смогла бы стать мастером в этой сфере, имея она больше свободного времени. В 1990 году Джинджер продает ранчо и переезжает в Мэнфорд. Она пожертвовала крупную сумму денег на сообщество артистов и финансировала строительство театра в центре города, который был назван в ее честь. Джинджер была замужем 5 раз. Первый брак Роджерс заключила с партнером по танцам Джеком Пеппером 29 марта 1929 года. Они развелись в 1931, вскоре после свадьбы. В 1934 году она вышла замуж второй раз за актера Лью Эйриса, но вскоре они стали жить раздельно и развелись в 1941 году. В 1943 году она выходит замуж в 3-й раз за Джека Брикса, офицера корпуса морской пехоты. Развелись они в 1949 году. В 1953 году она выходит замуж 4-й раз за адвоката Жака Бержерака. Он был на 16 лет ее младше. Стал актером, а затем исполнительным директором косметической компании. Они развелись в 1957 году, и он вскоре вступил в брак с актрисой Дороти Мэлоун. В 1965 году она вышла замуж в 5-й раз. Ее мужем стал режиссер и продюсер Уильям Маршалл. Развелись они в 1971 году. Детей у нее никогда не было. Даже в доглубокой старости Джинджер предалась воспоминаниям, издав в 1991 году книгу мемуаров о своей жизни «Джинджер. Моя история».
Джинджер считала, что она прожила долгую и счастливую жизнь. Она путешествовала за 1000 миль по территории Соединенных Штатов и в Лондоне в целях содействия продвижению книги, подписывая автографы для фанатов. В последние годы Роджерс была сильно поражена болезнью после того, как перенесла 2 инсульта, что приковало ее к инвалидному креслу, и следствием чего добавился избыточный вес. К тому же изменился тембр голоса, который стал скрипучим и дребезжащим. Умерла Джинджер 25 апреля 1995 года в Калифорнии от сердечной недостаточности в возрасте 83 лет на ранчо «Мираж». Миллионы фанатов по всему миру скорбили о потере этой многогранной и удивительной женщины. Ее карьера в кино продолжалась на протяжении 50 лет, и она сделала в общей сложности 73 фильма. В настоящее время Джинджер отмечается в основном за ее роли с Фредом Астором, наполненные романтикой и танцами. Однажды Джинджер скажет о Фреде: «Я обожаю этого мужчину. Я всегда обожала его. Он был наиболее счастливым случаем, который когда-либо случился со мной. Фред был всем для меня. Я смотрела на него глазами девочки из маленького городка, которая получила то, о чем и не мечтала».